Всем привет! Сегодня в обзорах с прилавка китайский терморегулятор XHW3002. Он довольно дешевый и простой по функционалу. Ссылка на него с подробными характеристиками будет в описании. Поставляется в zip-пакете. Корпус пластиковый с двумя ушками для крепления. Он контролирует температуру в диапазоне от минус 50 до плюс 110 градусов Цельсия. Напряжение питания в моем варианте 220 вольт, есть также на 12 и 24 вольта. Термодатчик герметичный, его можно опускать в воду. Это термистор на 10 кОм, в случае чего его можно легко заменить. Нагрузка коммутируется вот этим реле. Подключается он очень просто. Вот по этой схеме. В качестве нагрузки буду использовать обычную лампу накаливания. Для настройки есть три кнопки. Стрелка вверх, стрелка вниз и кнопка с иероглифом. Это кнопка SET. При нажатии стрелки вверх отображается температура включения нагрузки. Стрелка вниз – температура выключения. Кнопка SET переключает в режим настройки. Тут у нас есть выбор между четырьмя пунктами P0, P1, P2 и P3. P0 – это настройка температуры, при которой нагрузка будет включена. Установим 30 градусов. Выбрав P1, устанавливаем температуру выключения нагрузки. Например, 35 градусов. Теперь терморегулятор работает в режиме нагрев и будет поддерживать температуру в диапазоне от 30 до 35 градусов. Если выставить температуру включения P0 выше, чем температура выключения P1, то терморегулятор будет работать в режиме охлаждения. Например, установим P0 35 градусов, а выключение P1 34 градуса. Теперь при повышении температуры до 35 градусов будет включаться какая-нибудь холодильная установка. Когда температура опустится до 34, нагрузка выключится. В пункте 3 можно настроить время задержки выключения нагрузки. Это особенно пригодится при использовании терморегулятора с холодильниками. Выставляется с шагом в 1 минуту, максимум 10 минут. Теперь, когда температура достигает 35 градусов, терморегулятор ждет 1 минуту и только потом включает нагрузку. Калибровки термодатчика тут, к сожалению, нет. Если она вам нужна, то она есть в модели W3001. Ссылку на ее обзор оставлю в описании. Однако в той модели отсутствует возможность настройки задержки выключения. Поддержать канал можно лайком и комментарием. Всем спасибо за просмотр. Увидимся!